Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. И сегодня мы поговорим, существуют ли энергетические вампиры, как они действуют и что они за это получают. Энергетический вампир – это сильная душа, неосознанная, у которой большой потенциал и возможности в этом физическом мире. Если эта душа будет развивать свои способности. Если душа не будет развивать, она становится энергетическим вампиром в большей своей степени. Потому что хочется больше энергии, любви высокой вибрации не может ощущать, и она берет тогда эту энергию от других людей, так как у нее есть возможности такие. И она выполняет это неосознанно. Но также она служит учителем тех людей, с кем она взаимодействует. Это неплохой человек, это золотой человек, который должен превратиться в прекрасное кольцо с диамантом. Энергетические вампиры часто встречаются в беседах, они могут манипулировать очень искусно, на подсознательном уровне. Но когда они встречаются с осознанным человеком, эти манипуляции становятся ненужными, потому что они не могут взять энергию осознанного человека. У осознанного человека можно взять только любовь. У осознанного, которого проявилась любовь, потому что осознанность тоже разная. Осознанность без любви – это еще слабая осознанность, скажу заранее. А также, когда человек манипулирует, другой человек раздражается, он отдает свою энергию этому человеку. У него ломки, он там кричит, может, в крики может вливаться. Другой человек напитался этой энергией. Естественным образом. Это такая обмен энергетический идет. И естественный, красивый. Обычно такие люди встречаются в парах, чтобы усилить друг друга и сделать себя прекрасными, сильными душами на планете Земля. Такие люди встречаются. И два ангела. Они борются в течение жизни, пока каждый не осознает себя. Когда человек осознает себя, борьба теряется. Она просто уже не нужна. Вот где решение. В осознанности. Вернемся к вампирам. Энергетические вампиры – это лучшие помощники ваши, в вашем же пробуждении. Вы должны это усвоить и понять. От проблем энергетических вампиров нельзя и очень глупо убегать. Их важно видеть, взаимодействовать и не поддаваться этому энергетическому низковибрационному обмену. Если вы будете пребывать на высоких вибрациях, у вас никто не сможет ничего похитить, и вы ничего не будете раздавать. Так как вы уже понимаете, что это такое, как это работает, и вы созерцаете жизнь дуновением божественной любви. Вам не надо больше злиться, вам не надо ругаться. Это все исчезает из вашей жизни естественным образом. Провоцирует извне, да, чтобы вас сделать сильней. И только для этого. Это и на работе, и в семье, и везде. Жизнь – это школа. Большая, магическая, прекрасная школа для созревания ваших душ. Осознанного, добровольного перехода в осознанность. Так что низкие вибрации, низкие энергии, которые овладевают этим сильным человеком, они легко забирают у других энергию. Если вы осознанный, у вас никто ничего не сможет забрать. Невозможно. Считаются ли они плохие или хорошие? Нет. Низкие вибрации не считаются плохими и нехорошими, так как они созданы учителями для высоких вибраций. Если человек выступает как разумный, осознанный человек, он идет наверх. Низкие вибрации в этом ему помогают, чтобы он достиг верха, пика своих возможностей на Земле. Они сопутствуют, они учителя, они не вредители.
Они ангелы, которые помогают тем, кто желает достигнуть вершины. Понимаете, как можно все пересмотреть? Низкие вибрации можно сделать ангелами и помощниками. Это не значит, что им поклоняться. Это значит, что их надо видеть, осознавать, понимать, принимать и работать с ними. Это задача каждого разумного человека. Не делать что-то или кого-то плохим, а понять, как этот человек может послужить вам к вашему духовному росту. Понимаете, какое восприятие разное? То ли он плохой, то ли вы ищете хорошее, как он может послужить и сопутствовать вашему успеху. Это разное восприятие реальности. Осознанный человек видит во всем благо. И не потому, что он опьянен какой-то, знаете, ой, все хорошо. Нет, это самочувствие такое. И понимание глубокой жизни. Когда человек в осознанности, на него не могут действовать низкие вибрации. Они его могут только обучать, вдохновлять, давать энергию и направление там, где осознанному человеку необходимо поработать над собой и сделать себя сильнее. Я проходил все этапы жизни, так и прохожу. Чем у меня рвение к Творцу и познание любви и Бога, жизни, тем у меня жестче бывают испытания такие. Как я всегда говорю, демоны окружат и давай варить кашу. А ты ходишь как этот. Но нельзя осуждать, нельзя обижаться, нельзя поддаваться. Вот для этого сильная душа и зреет. Ее могут осуждать. Он как меня там на войну приглашают, говорит, приезжай, нам поможешь. Один мой товарищ с студии, я учился в Киеве в студии Вирского, он воюет сейчас. Я его не осуждаю, но меня приглашают повоевать. Но в свое время он мне как-то подножки ставил, понимаете? Я был молодой, а он постарше. И он мне предлагает повоевать. Причем с Донецкой республикой, со стороны Украины. Хотя знает, что я с Горловки. И он говорит, приезжай, мы знаем точки. Но я ему написал, что я знаю точки тоже. В сознании только. Это вот такие провокации извне, понимаете? Он считает, что он делает правое, но я его не осуждаю. Я его принимаю, я его понимаю, я понимаю, что ему больно и тяжело. Ему было больно раньше, а сейчас еще больнее. Зависть очень тяжелая вещь, очень тяжелая. Воин в духе не нуждается в войне. Он не нуждается, чтобы им манипулировали. Я никого ни от чего не отговариваю. У каждого есть свои понимания жизни. Но я ни с кем не воюю на этой земле. В моем разуме это не умещается. В моем разуме нечего защищать, так как я этот мир не создаю. Я ничем здесь не владею. Я ничего с собой не заберу. Это невозможно. Невозможно отсюда взять то, что не принадлежит тебе. Очень глупо воевать за то, что не является твоим. Ты являешься телом земли. Тело уходит в землю, а не земля принадлежит человеку. Это важно осознать каждому. Поймите. Энергетические вампиры вот так воздействуют извне. Они хотят навязать свою волю. Они хотят навязать свою правоту. Вот смотри, как я смотрю на жизнь. И только так. Понимаете? А любви в нем нету. Он просто искушает. Это его задача. Он хочет показать, что он сильный, какой-то великий. Но я в 15 лет всех старших не боялся. А сейчас уж в 38. И еще идти воевать с тем человеком рядом, который мне ножки под спину ставит. Не, я не настолько глуп. Да и общение с такими людьми. Я его считаю плохим? Нет. Вы должны понять. Я его вижу как проявление энергии и воспитание меня. Чтобы я был крепок. Чтобы я его не осуждал, но понимал, как эти вибрации воздействуют. Как они хотят меня понудить, чтобы я осудил, позлился, не принял жизнь.
осудил кого-то, Украину, Россию. Для меня все едины. Для меня не существует никаких стран. Для меня страна одна. Это божественная любовь на планете Земля. Мне не за что воевать, мне не за что защищать, потому что Создатель меня создает сейчас. Когда есть осознанность, ты ничего не боишься. Ни перехода с этой жизни в другую. Ни рождения, как люди называют смерть. Я называю это переход в другое состояние. Нету этого страха. Если будет на воле Творца, осознанный человек уходит в любую секунду без сожаления и без оглядки. Понимаете? Нет страха. А воюет тот, кто боится за себя, за близких. Он не доверяет Богу. Он не доверяет Создателю. Он доверяет людям, которые на земле манипулируют его сознанием. Я не говорю, что они плохие. Они занимаются своей работой. Они выполняют то, что понимают, и то, что считают нужным. Но задача осознанного человека – бдить каждую секунду. Ни один мудрец не бежал на войну. Ни один мудрый человек или пророк никогда не бежал на войну. Потому что он понимал, что это удел для тех, кому это надо. Это ихняя игра. Вот пусть и играют. Я хочу только пожелать каждому человеку любви. Не искушайтесь. Если вы воюете, воюйте. Но не затягивайте в свое болото других. Если вы защищаете свою землю, защищайте. Если вы любите, любите. Не боритесь, не осуждайте самое главное. Самый сильный воин, тот, который не осуждает, бдит постоянно. Этот самый сильный, даже в физическом мире. И я желаю только всем мира и добра. Никому не желаю войны. Война – это хороший учитель. Понять, как было хорошо до этого. Но когда все жили до этого, они этого не понимали. Вот я призываю к тому, чтобы люди понимали, что уже хорошо. Что есть уже холодильники, есть телевизоры, есть много чего техники, которых 100 лет назад не было. И это уже хорошо. С голода люди не умирают. Это уже хорошо. Всем мира добра. Я вас люблю, уважаю. Желаю прекрасного настроения, дня и любви. Рыжик со мной полностью согласен. Передает вам большой привет, кошачий привет. Мы только с миром и любовью.